начинаем предматчевую пресс-конференцию с участием Валерия Карпина и Федора Смолова. Перед тем, как задаете вопросы, скажите, пожалуйста, кому он адресован. We start a press conference with the head coach and Fedor Smolov. Before you ask your question, please tell us whom your question is for. Здравствуйте, Дмитрий, Заня, Матч ТВ. Исходя из того, что футболист, который приходит на пресс-конференцию, завтра будет капитаном, тут вопрос просто обсуждался. А как вообще это выбирается? Каков механизм? Кто, как голосует, какой-то конкурс, я не знаю. Как оказалось, что сегодня Федор Смолов здесь? Based on our prior experience in the previous two games, we know that the player who shows up at the press conference before the game is usually the team captain the next day. So we had a discussion, how do you pick the team captain and why Fedor Smolov is here tonight. Добрый вечер. Федор оказался Смолов здесь, потому что решили, что будет Федор Смолов. Пресс-пощадь. Я, если вам интересно, я решил. Будет ли капитаном завтра, может быть. У нас, как мы говорили уже много раз, все капитаны, так скажем, может оказаться любой игрок. Если завтра Федор окажется в основном составе, может быть, его будет капитаном, если окажется. The reason Fedor is here tonight is because we have made a decision that he will be representing the squad here together with the press officer. I made this decision. As to whether he will be our team captain tomorrow, the answer is maybe. All of our players are potential captains. If Fedor makes the starting squad tomorrow, he may be the captain. Федор, здравствуйте. Как вы перенесли ситуацию, когда вы не попали в основной состав матча с Хорватией? Как вы это пережили? Общался ли с вами главный тренер? Что он вам рассказал? И, вот об этом, пожалуйста. Я пережил это, так как я один из большинства игроков, которые были вызваны в команду, и каждый из нас готовится к игре. По поводу попадания в состав, мы с Валерием Георгиевичем общались еще раньше, и нормальная ситуация. Поэтому рабочий момент. The question was, Fyodor, how did you respond to the fact that you did not make the starting lineup in the game against Croatia, and did you have a conversation with Mr. Karpin after that? The answer is, I'm just one of the many players that we have, and we all have to be ready for the upcoming match. And I actually had a conversation with Mr. Karpin before the game, so there's nothing special about the situation. Да, на тот вопрос Федору. Добрый вечер. Как вы пережили ситуацию, когда вы не оказались в сборной на чемпионате Европы, и сейчас вы в сборной, вы провели матч, сыграли, отдав две результативных передачи. Как вы пережили все это время, что вы не были в сборной? Напишите, пожалуйста. You did make the starting lineup for the Euro, and now you're back in the national team. So how do you feel? And you had a very good start with 2 assists. So how do you feel coming back to the team? Я не вижу смысла возвращаться там в прошлое, тем более от меня там не все зависело, скажем так. Но я думаю, что для любого футболиста на чемпионат Европы, который проводится раз в 4 года, в карьере бывает немного, конечно, я сожалел, что не попал, но опять же это не мое было решение, поэтому так произошло, как было нужно. И я уже говорил после матча, и сейчас еще раз повторюсь, что я рад вернуться в сборную. Спасибо Георгиевичу, разбирается. I don't think we should go back and talk about the past, and it was not entirely up to me. Of course, the World Cup happens every 4 years, and you only have so many opportunities to make the World Cup squad in your career. So of course, it's a pity that I didn't make the squad back then. But like I said, it was not up to me. It was not my decision. I'm glad that I'm back, like I said earlier. So I'm thankful to Mr. Karpin. I think he knows when he sees a good player. Иван Витамин, «Известия» ТВ.
Вопрос Валерию Георгиевичу. Оправдал ли себя перенос шестого тура чемпионата России и насколько это дало преимущество перед соперниками, то, что тур был сыгран на 2 дня раньше? Насколько это помогло вам и насколько это помогло команде, этот перенос на 2 дня? Давайте я перебью, давайте сначала вопросы Федору, чтобы мы его могли отпустить, а потом уже Валерий Георгиевич. Федор, добрый вечер. Слышно? Да. Сборная Мальты, в общем, в этом сознании это футбольный карлик, но при этом команда, как сказал ее тренер, с 2020 года стала играть более агрессивной, стала менять свою систему игры, тому доказательство 7 матчей без поражений, исторические для них. Вот в связи с этим вы как бы настраиваетесь на игру, что подчеркиваете для себя, потому что, опять же, мальтийцы собираются играть в свой футбол, не отталкиваясь от нас. Стоит ли ждать от них сюрпризов или готовы снять первые 20-15 минут и дальше уже спокойно по ситуации дойдут? Спасибо. Fedor, question for you. The general public think that the Maltese national team is a dwarf in terms of football, but we talked to their head coach earlier today and he told us that they started making some changes back in January 2020 and they're playing more aggressively now. They changed their style and their performance has been quite good recently. They haven't had a single defeat in the last 7 games, which is a record for their national side. So how do you prepare yourself for the upcoming game? What's the plan? And do you think that you can crush them in the first 15 to 20 minutes and then play the rest of the game? Or what's the plan? Ну, вы сами сказали о том, что Мальта не проигрывает 7 матчей, это рекорд, поэтому, конечно же, относимся с уважением к любому сопернику. Вот. Опять же, каждый из нас понимает важность очков, набранных в группе, с учетом тяжелого отбора на чемпионат мира предстоящий. Поэтому мы ориентируемся тоже на свою собственную игру, будем играть от себя, но опять же, там не манекены стоят, поэтому, конечно, всегда соперник противодействует тебе, и тяжело что-то там предугадать и предсказать на 100%. Well, like you said yourself, the Maltese team has not lost any of their 7 last games, and we have to respect any opponent, no matter how strong or weak they are. And we realize it's really important for us to score some points in this upcoming game in order to qualify for the World Cup. So we'll be playing our own game, but of course our opponents are no dummies, so it would be a mistake to underestimate them. Федор, с чем связываешь то, что так прибавил в этом году? Что конкретно ты изменил? Может, подготовки или тренировок? Второй вопрос, только что ты сказал про то, что спасибо Георгиевичу разбирается. Получается, Черчесов не разбирался? Fedor, you're playing much better this year. What did you change particular in your training or your preparation? And you also said that Mr. Karpin knows a good player when he sees one. Does this mean that Mr. Черчесов was unable to know when he saw a good player? Я не знаю, я думаю, что основной момент, то, что мне удалось пройти наконец-то полноценные сборы, предсезонную подготовку, потому что это на самом деле очень важный аспект в плане за заложения базы, скажем так, физической. Вот. А по поводу второго вопроса я сказал то, что я сказал, и не считаю нужным говорить про ваши домыслы, я этого не говорю. I think the key factor was that I was finally able to have a full pre-season training camp, which is really important for my physical condition. And on your second question, I just said what I said. I don't think I need to comment any further on that. And the suggestion that you made, I didn't say. Да, у меня вопрос к Федору, продолжение вопроса Севастьяна. Я вернусь к интервью Черчесова, он пояснил по поводу вашего поста, он дал такой пост в Инстаграме, что мои помощники сразу мне сказали, Саламыч, что был прав. Могли бы пояснить, что вы хотели сказать тем знаменитым постом перед Евро, что это было? Это касалось сборной, это касалось совершенно других вещей. Что вы хотели сказать, потому что я нигде перед этой пресс-конференцией не читал ваших высказываний, что это было.
I'd like to go back to an interview that Mr. Черчесова gave a while ago, and he said after he saw Fedor's post on Instagram, he talked to his aides and they told him he was right to drop Fedor from the squad. So could you please explain to us what you meant by that post on Instagram? Ну да, я им давал комментарий, давал интервью, в том числе из-за этого, потому что осознал, что будут эти вопросы как бы провокационные. Я отвечу, этот пост был выложен мною уже после оглашения списка, и, соответственно, я не попал в состав еще до финала Кубка. Вот. И, соответственно, этот кэпшн, который там был, то, что я написал, он очень никакого отношения не имеет непосредственно к сборной. У меня был сложный сезон, был сложный период, и были там с болельщиками самые простые отношения. Я показывал очень качественный футбол, за что там справедливо был критикуем, с их стороны в том числе. И поэтому это не конкретно кому-то в адрес было, это просто было то, что окончание сезона сложилось для меня удачно, и мы в итоге завоевали Кубок. Просто я процитировал там, одного музыканта, с которым я лично общаюсь. Вот, такой референс ему был. I did not comment on this matter, and I did not give any interviews because I knew that there will be some provocative questions regarding this matter. The post that I posted on Instagram, I did this after the squad was announced and I was dropped from the squad. And the caption that I had in that post, it had nothing to do with the fact that I didn't make the team, just that I had a very tough seasons. I had some issues with fans who criticized me for my poor performance deservedly. And I just posted this on Instagram because we won the Russia Cup, and I just gave a quote from a musician that I know and I often talk to. У меня еще один вопрос Федору. По поводу матча с Кипром и в целом по физической подготовке. Укоренилось мнение, это было сказано еще и предыдущим тренером Сборной России, о том, что российские футболисты недостаточно интенсивны в чемпионате. Они мало бегают на высокой скорости. И то, что мы увидели с Кипром, когда на 60-й минуте команда перестала демонстрировать высокие скорости, это обескуражило. Почему российские футболисты, и вы в том числе, мало бегаете? Почему вы недостаточно физически готовы для того, чтобы перебегать даже такую команду, как Кипр? I'd like to go back to the game against Cyprus, and I have a question about your physical condition. Even the previous coach said that the Russian players are not physical enough, and they're not running enough, they don't have enough sprints during the game. And this is what we saw in the game against Cyprus. After the first 60 minutes, players were exhausted and their performance looked disappointing on the pitch. What do you think about the physical condition of the Russian national team players? Why is it that they can't run? Why they're in poor physical condition? Слишком часто звучит определение и исключительно прошлое, давайте прошлое время, потому что это может быть к настоящему вернемся. Мне кажется, мы играем отборочно, и пока что там результат у нас положительный. Вот, мне кажется, нет смысла говорить о том, что прошло уже, вот, и кого-то цитировать. Что касается физической формы, есть как объективные, так и субъективные причины этому. Но, наверное, вы отчасти правы, что физических кондиций, чтобы играть каждые 3 дня на уровне высокой интенсивности, у нас это, к сожалению, на данный момент не хватает в силу разных причин. Но и мы, как это понимаем, тренерский штаб нам это указывает, поэтому будем работать. И я уверен, что эту ситуацию можно исправить. I think we shouldn't get obsessed with the past, and we should focus on the present instead. We are currently playing the qualifiers, and our situation looks quite good. I don't think we need to go back to the past and quote some people. As far as the physical condition of our players is concerned, I think there are both objective and subjective reasons for that, and you are right to a certain extent. It's really difficult for us to play a new match just 3 days after the previous one. Константин Крыский, телеспорт. Федор, такой вопрос. Сейчас вы в прошлом матче сделали 2 ассиста, никогда в сборной этого не было. Расскажите, насколько изменился тренировочный процесс, может быть, потому что игра тоже стала другой, ваши сильные стороны, вот вырывание в зоны, все это было.
объясните, что изменилась сборная. Как изменилась сборная для вас с точки зрения тренировочного процесса? Спасибо. Could you please tell us about the changes that the coaches have made in the training process, because your performance has markedly improved and you had 2 assists in the previous game. So what changed? Ну, как раз-таки отсылка к предыдущему вопросу, то, что требования как раз-таки проделать больший объем работы высокоинтенсивный, то есть это спринты, рывки, как раз-таки то, о чем я говорил. Плюс изменилась схема, изменились требования, ну и в том числе по моменту там, я оказался на том месте и была возможность ассистировать на партнера, поэтому главное успехи команды, поэтому я рад, что удалось там помочь отличиться партнеру. Well, this has to do with the previous question. The coaches want us to play more intensely, to run more, to have more sprints, and we also changed our formation. And I just happened, as far as the assists are concerned, I just happened to be in the right place at the right time. So I'm happy I was able to help my team. Федор, Иван Литомин, «Известия», РНТВ. Вы дебютировали в сборной России в 2012-м, вам было 22, сейчас на ваших глазах дебютируют ребята, которым по 18 лет, Захарян, Тюкалин. Вот расскажите, как вы уже к ним относитесь, помогаете ли им освоиться в сборной России, или, может быть, в каких-то моментах конкурируете, смотрите на них, чему-то у них учитесь? Fyodor, you had your debut for the national side when you were 22 years old in 2012. Now you have other players making their debuts. They are 18 years old. You have Zakharyan, you have Kavin. So do you help them to learn the ropes playing for the national side, or maybe you compete against them? Ну, конечно, мы помогаем и конкурируем, потому что, несмотря на юный возраст, они уже показывают достаточно зрелый футбол и хорошо готовы физически. И, кстати, они там одни из немногих, кто знакомы с требованием, которые предъявляет главный тренер. Я думаю, что у них большой потенциал и хорошее будущее. И как раз-таки тот момент, что у нас нет одного капитана, что каждый из нас может вывести команду, это в том числе показывает о том, что мы все равны. И, конечно же, помогаем им освоиться. И я думаю, что это им помогает освоиться быстрее, почувствовать себя там неотъемлемой частью коллектива и там, равноценным игроком, не знаю, тем, кто достаточно давно в сборной. Well, we both help them and compete against them. Even though they're quite young, they play well and their physical condition is quite good. And they're one of the few players who know what the coaches expect from them. They are familiar with their requirements. And actually the fact that we don't have a single captain indicates that we are all equal, all the players playing for the team. And they're just doing teamwork together. Федор, перед матчем с Хорватией у Олега Георгиевича спрашивали про пенальтиста, он тогда немножко ушел от ответа, сказал, что чтобы бить пенальти, нужно находиться на поле. Вопрос к вам, вы готовы бить пенальти, если будете находиться на поле в завтрашнем году? Fedor, a question for you. Before the game against Croatia, we asked Mr. Karpin who will be our penalty kicker, and he avoided this question. He said in order to be the penalty kicker, the player has to be on the pitch. Would you say you are prepared to be the penalty kicker if you're on the pitch tomorrow? Я думаю, что все-таки Георгиевич не ушел от ответа, сказал как есть, потому что, чтобы пробить, нужно быть на поле, а плюс еще пенальтиста назначает тренерский штаб, поэтому если я им окажусь, то готов. I don't think Mr. Karpin dodged the question. I think he just gave you the right answer. You have to be on the pitch in order to be the penalty kicker for the team. And it is up to the coaches to decide who will be the penalty kicker tomorrow. Коллеги, последний вопрос Федору, пожалуйста. Да, как раз подытоживающий. Дмитрий Занин, Матч ТВ. Федор, расскажите про тренера Карпина. Вы с ним до этого вроде нигде не работали, вот вы с ним встретились в сборной. Какие-то, может быть, 3 ключевых пункта, которые характеризуют, вот, какой тренер Карпин? Может, какое-то основное требование, самая часто повторяемая фраза, что-то он лично вам говорил? Ну, как вы опишите тренера Карпина? Please tell us 3 things about Mr. Karpin as the coach. Да, действительно, мы не работали вместе вот до сборной. Я скажу, требовательный, справедливый, современный.
Yeah, you're right. I haven't worked with Mr. Karpin before. I got called up for to the national side. The three definitions I could give for Mr. Karpin is he is a demanding coach, he's a fair coach, and he's a modern type of coach. Федор, спасибо. Дальше вопрос Владимир Георгиевич. Всем спасибо, до свидания. До свидания, удачи завтра.